Господин президент, анализируя переписку с вами и Генеральной прокуратурой, вынуждены констатировать, гаранту Конституции, назначенному им генеральному прокурору господине Чайке, абсолютно безразлична участь миллионов граждан. То обстоятельство, что сотни людей, не пряча своих имен, требуют отставки прокурора Курской области Филимонова, тысячи из-за страха преследования об этом просят анонимно, десятки заявляют о привлечении его к уголовной ответственности, а вы и ваш генеральный прокурор игнорируют это, уже свидетельствует о наличии преступного заговора в верхних эшелонах власти против собственного народа. На территории Курской области, не исключаем и в других регионах, действуют преступные сообщества, включающие прежде всего работников прокуратуры, полиции и суда. При этом Федеральная служба безопасности, располагающая достаточной информацией о деятельности этих высокопоставленных преступников, подрывающих, кроме всего прочего, основополагающие принципы существования государства, бездействует. Нет отмашки из Москвы. Институт федеральных инспекторов – не что иное, как способ пристроить на сытую государственную службу приближенных администрации президента. Для диалога с теми, кто хочет вам помочь возродить Россию, вы закрыты. Подготовленные по заранее написанному сценарию ваши встречи с журналистами, так называемыми представителями парламентских партий, членами правительства, руководителями федеральных структур у большей части россиян вызывают раздражение, в лучшем случае усмешку. До сих пор никто, глядя вам в глаза, не скажет, проводимая вами внешняя и внутренняя политика страны, если она вообще есть, уже привела к краху финансовой системы России и уничтожению ее как правового государства. В частности, Курск давно живет по понятиям, а не по законам, о чем не скрывая заявила прессе глава города. Безнаказанные хищения средств из бюджета всех уровней, в том числе направленных по федеральным программам, многомиллионные хищения на стратегических объектах, таких как атомная станция, и даже у сирот, ни у вас, господин президент, ни у прокурора Чайки не вызывают хотя бы показной обеспокоенности. Как, собственно, и расправы над журналистами, открыто выступающих против этого беззакония. У людей забрали все – права и свободы. Вторую главу Конституции можно смело вычеркнуть. Да и сам основополагающий закон уже давно остается только на бумаге. Наконец, вы забрали у людей последнюю надежду на перемены – право избирать депутатов. Сегодня их назначает администрация президента из числа представителей «Единой России», что не скрывают сами кандидаты. Причем далеко не самых лучших ее представителей, а иногда и просто лиц с криминальным прошлым и настоящим. Имеющиеся у нас факты свидетельствуют о преднамеренных действиях федеральных властей, направленных на масштабное присвоение и хищение денежных средств, собранных у граждан России в виде различных форм налога другими противоправными способами, что, безусловно, ведет к ухудшению качества жизни населения страны. Все это, а главное ваше позволение прокурору и членам организованного им сообщества издеваться над людьми, игнорировать их законные права и интересы, дает нам основание заявить о геноциде граждан России и обратиться с просьбой о их помощи к международным правозащитным организациям. За рамками этого заявления остается и будет размещена в нашем публичном докладе информация о пропаганде насилия, которая льется потоком с экранов подконтрольных федеральным властям телеканалов, психологическом терроре в виде сообщений о военных действиях, сначала в Украине, теперь в Сирии, и снова наряду с этим пропаганде насилия, захвате чужих территорий, разжигание межнациональной розни. Злоупотребление служебными полномочиями, халатности руководителей Счетной палаты, Росреестра, Генеральной прокуратуры, МВД России, их прошлых и настоящих руководителей. Во время торжественного собрания, которое проходило в Курском драматическом театре в честь 23 февраля и на котором присутствовали представители всех федеральных, областных структур, общественных организаций, через систему усиления звука заявили «Аллах Акбар, ИГИЛ». В ходе оперативно организованной проверки, руководители силовых структур были в зале, выяснилось, что переполох организовал 10-летний мальчик. Но суть не в этом, а в том, что если завтра Филимонова и прочая прокурорская нечисть не будет предана суду, ИГИЛ в России уже будет реальностью, а не чьей-то шуткой. В киносериале «Ликвидация» немецкий диверсант-академик сказал представителю власти: «Вы думаете, я немцев люблю? Нет, я просто вас ненавижу. За вашим бездействием, господин президент, последует противодействие. Сегодня даже те, кто под влиянием пропаганды не любит Запад, еще больше ненавидит поддерживаемый вами произвол прокуроров. Направление нашего обращения в Генеральную прокуратуру равнозначно тому, что вы его проигнорировали,
как, собственно, и ссылка на то, что президент не подменяет собой иные государственные органы. Господин президент, вас не просят никого подменять, а только вспомнить вторую часть 80-й статьи Конституции, на которую в своих отписках ссылаются ваши аппаратчики. Странно получается, вы никого не подменяете и одновременно, являясь гарантом прав и свобод граждан России, ничего им не гарантируете. Для справки, рейтинг президента России по результатам объективного опроса даже с учетом запуганных бюджетников на территории Курской области не превышает 25%. Уважаемые единомышленники и оппоненты, я внимательно прочитала практически все комментарии к моему далеко не первому публичному выступлению. Причем с некоторыми лично, а не через администраторов, пообщалась ВКонтакте и Фейсбуке. Приятно осознавать, что мою позицию разделяют не только граждане России. Из более чем миллиона просмотров, учитывая просмотры в социальных сетях, оппонентов оказалось не так уж и много. Причем большая часть из них в подтверждение доводов ничего кроме кремлевских заготовок и угроз не приводит. Разбавляют чужие комментарии пошлыми текстами, уходят на темы, не относящиеся к моему обращению. Зачем-то сравнивают работу нашего гаранта с его коллегами из Украины, Ирана. Я что-то не помню, чтобы я проводила сравнительную характеристику и кого-то в противовес хвалила. Уж если сравнивать, то сравнивайте со Швейцарией, Норвегией. Зачем брать плохие примеры? Причем тут к моему выступлению Порошенко, Яценюк, работу которых пусть оценивают их журналисты и депутаты, граждане Украины. За предложение и советы огромное спасибо. На оскорбления в мой адрес я не реагирую. Для меня это уже пройденный этап. Не буду и дальше мешать людям отрабатывать деньги российского Госдепа. Не публикуются комментарии, направленные на разжигание межнациональной розни и содержащие ненормативную лексику. Насколько это возможно, я сгруппировала ваши вопросы, и если в этом обращении не отвечу на все, то сделаю это в следующем. В зависимости от ваших запросов я планирую периодически выступать с информацией о ситуации в России. Итак, зачем я озвучила и разместила в YouTube обращение к президенту России? Вряд ли меня можно обвинить в поспешности или желании засветиться, или, как говорят, пропиариться. Прежде чем это сделать, я направила его письменную копию адресату. Однако поступивший из администрации президента ответ был не более чем отпиской за подписью рядового аппаратчика администрации, правда с многообещающей фамилией Медведев, в котором Путин, а обращалась я именно к нему, очередной раз подтвердил, что он гарант Конституции, однако не подменяет собой иные органы. При том, что я не просила Путина подменять следственные органы и прокуратуру, а только лишь отправить в отставку и под суд назначенных им прокуроров.